Okay, remember we are working our way through 7, 7, and 7. Помните, мы с вами идем вот по этому маршруту, да, 7, 7, 7. And these are 7 seals. И 7 у нас пятачок печати. Followed by 7 trumpets. Потом 7 труб. Because remember, the 7th seal is the 7 trumpets. И помните, что 7-я печать это и есть 7 труб. Okay, and then we have 7 bowls. И потом у нас еще 7 чаш. At the very end, we're going to see the 7 В bowls. самом конце мы увидим вот эти 7 чаш. And those bowls represent the last of the wrath of God upon this earth. И эти чаши символизируют вот уже последние остатки Божьего гнева, излитого на землю. And you remember that we had 6 seals very rapidly together. И вы помните, что у нас первые 6 печатей очень быстро были сняты одна за другой. The material that we looked at in chapter 6. То есть вот это материал, который мы изучали вместе с вами в 16 главе, в 6 главе, простите. But we did not see the breaking of the 7th seal until the beginning of chapter 8. Но мы видим снятие 7-й печати лишь в 8 главе. And we had an interlude in between. И между 6 и 8 главой у нас есть вставочка. A break or a pause. Вставочка, пауза, какой-то перерыв, какой-то разрыв. Or a comma. Или запятая. And this was the material we saw in chapter 7. И вот этот материал мы с вами видели в 7 главе. And in that interlude we saw the calling of the 144,000. И вот в этой вставочке мы видели призвание 144 тысяч. And that's an important principle for the book of Revelation. И это важный принцип в книге Откровения. Because even while we're talking about the greatest wrath God has ever poured on this earth, Потому что даже когда мы говорим о величайшем гневе, который Бог когда-либо изливал на землю, God still has mercy in that wrath. у Бога, Бог все равно в этом гневе проявляет милость. Aren't you singing a song about wrath and mercy? Yeah, I was preparing that one. Yeah. Я готовил вчера песню на воскресенье, там была песня про гнев и милость. На кресте Бог гнев и милость проявил. So, wrath and the tribulation, but mercy with the gospel. То есть гнев в скорби, но милость в Евангелии. And so the 144,000 is a part of God's mercy in giving the gospel in that time. И 144 тысячи это вот часть Божьей милости в том, что Он дает людям услышать Евангелие в это время. Today we're also going to see 2 witnesses. И сегодня мы с вами увидим также 2 свидетелей. 144, of course, are Jewish evangelists. 144 тысячи это, конечно, это еврейские евангелисты. And then there is 1 angel we haven't seen yet. И один специально обученный ангел, которого мы еще не видели. Okay. And in the midst of all this, of course, we have other things that we have to see today. И, конечно, посреди всего этого есть еще много чего интересного, что мы с вами сегодня увидим. We're going to see Antichrist. Мы увидим Антихриста. We're going to see that he has a partner in the false prophet. Мы увидим, что у него есть напарник, уже пророк. Both of them are called beasts in chapter 13. Они оба названы зверями в 13 главе. And we're going to see Satan himself, И мы увидим позже самого сатану. who appears as a dragon in this book. И он в этой книге изображается как дракон. And so we have a lot that we're going to cover here today, before lunch and after lunch. Очень много сегодня нам нужно изучить с вами до обеда и после обеда. And again, we're going to have some interludes, И опять же у нас будут некоторые вставки, because we'll see 6 trumpets very quickly. поскольку мы увидим очень быстро вот все эти 6 труб, Then there will суды be труб. an interlude before we get to trumpet number 7. Будет снова небольшая вставка перед тем, как перейдем к 7-й трубе. And the pattern repeats itself because the 7th trumpet is the 7 bowls. И потом вот эта наша закономерность снова повторится, потому что 7-я труба это 7 чаш. Okay, so stay tuned for that. Поэтому оставайтесь на связи. All right, so we are in Revelation chapter 8, if you have your Bibles handy. Итак, мы на Откровении 8 главе, если у вас с собой есть Библии. And we are in chapter 8 in your notebook. И мы сейчас в 8 главе ваших заметок. 8 глава заметок. And we talked about 30 minutes, half an hour of silence. И мы с вами уже поговорили про 30 минут тишины. The nature of these 7 angels who stand in the presence of God. Мы поговорили уже о вот природе этих 7 ангелов, стоявших перед Богом в присутствии Божьем. How they add extra incense on top of the human prayers. И мы видим, как они подкинули фимиамчику, добавили дополнительных благовоний поверх человеческих молитв.
and then how that incense is cast down to the earth. И потом мы увидели, как все это благовоние, весь этот фимиам излит, сброшен на землю. I have an opinion or a thought that I express in point 3. Подвержен на землю. Есть у меня одно мнение, которое я высказываю здесь, вот 8 глава, 3 пункт. Because the text in chapter 8 doesn't exactly explain what happens when the fire and the incense is thrown to the earth. Ну, вообще текст не объясняет нам, что же случается, когда вот этот огонь и благовоние повержены на землю. It says in verse 5 that the fire of the altar and the incense is thrown to the earth, and there is thunder, lightning, and earthquake. И в 5 стихе просто сказано: взял ангел кадильницу, наполнил ее огнем с жертвенника и поверг на землю. И произошли голоса, и громы, и молнии, и землетрясения. It's not a lot of information. Информации немного. My suspicion is this is likely something that has an effect in the spiritual realm rather than the physical realm of creation. Ну, мое подозрение, что тут происходит нечто в духовной реальности, то есть влияние вот этого фимиама, сброшенного на землю, оказывается в духовной реальности, а не в физической реальности сотворенного мира. And you see that in your notes in point 3, but that's something I want to do more work with. И вы видите вот этот тезис в 3 пункте ваших заметок, но это не такой тезис, над которым я, может быть, еще бы и поработал. And I want to go back to Exodus and see the angels that surrounded Mount Sinai. И я хотел бы вернуться для этого в книгу Исход, исследовать вот этих ангелов, которые окружали гору Синай. Because that also is a passage that speaks of thunder and lightning and earthquake. Поскольку и в этом отрывке также говорится про гром и молнии и землетрясения. And I think I can do some work with these passages and maybe learn some things, but not for today. И, может быть, я думаю, я смогу, углубившись в эти отрывки, что-то новое узнать, но не сегодня. All right, now let's look at these trumpets. Хорошо, посмотрим на трубы и трубачей. You have some notes here in point 4, subpoint A. Значит, у вас тут некоторые заметки, 4 пункт, подпункт А. The first 4 trumpets represent worldwide plagues and destruction by direct divine action. Первые 4 трубы представляют собой повсеместные казни и разрушения посредством прямых божественных действий. And this is very direct action of God. То есть это очень такие прямые, непосредственные действия Бога собственной персоны. Yesterday, when we saw those horse riders, we can think of that as indirect action by God. Вчера, когда мы видели вот с вами печати и всадников, то мы могли это, в общем-то, описать как непрямое действие Бога. Because God is giving permission for those riders to do the things that they do. То есть Бог просто позволил этим всадникам осуществлять вот те разрушительные дела, которые они делали. It's still the wrath of God, but it's coming indirectly through the agency of those horse riders. Это все еще гнев Божий, но он осуществляется не прямым образом, просто через допущение этим всадникам творить свою злую волю. This, though, is direct divine action. Но трубы — это уже прямое действие Божие, рука Божия в действии. The angels blow the trumpet, and God's power affects the earth. Ангелы трубят в трубы, и Божья сила, она уже начинает влиять на происходящее на земле, она изливается на землю. So we read in verse 7. Итак, мы читаем в 7 стихе. The first sounded, and there came hail and fire mixed with blood. They were thrown to the earth, and a third of the earth was burned up, a third of the trees were burned up, and all the green grass was burned up. И первый ангел вострубил, и сделались град, и огонь, смешались с кровью, и пали на землю, и третья часть дерев сгорели, и вся трава зеленая сгорела. В английском переводе еще третья часть земли сгорела. I think here in Ukraine you probably get a lot of snow, you probably get a lot of hail also, am I wrong? Да, в Украине, я так понимаю, у вас тоже много снега и грады случаются. Because snow is soft and fluffy. Да, потому что снег, он такой мягкий, сыпучий. But hail is hard ice that breaks things when it hits. Но град — это такие тяжелые кусочки льда, которые, если уж куда-то попадают, могут и что-нибудь отшибить. Texas, Austin, Texas gets very little snow. В Техасе, в городе Остин, вообще очень мало снега. Really, no snow ever. Практически вообще нет.
Sometimes a little dust that the kids like to call snow. И иногда какая-то пыль выпадает белая, которую дети, уже называют снегом, что есть, то есть. But the children are sadly missing. Ну, дети вообще не верят во все, что угодно. Though they don't get snow, Austin will get hail. Но, хотя в Остине снега не бывает, а вот град бывает еще как. And occasionally it gets very damaging hail that destroys car windshields. И порой бывает очень такой опасный, разрушительный град, который уничтожает там стекла на автомобилях. Or damage to the roof of our house. Да, и уничтожает там и какие-то там крыши на домах, и все, что попадается. Okay, reading from your notes, the focus of this wrath is upon the earth's flora. Читаем ваши заметки, пункт А. Этот гнев сосредоточен на земной флоре, на растительности. About 30% of the earth's surface is land, 70% is oceans. Примерно 30% поверхности Земли это суша и 70% вода. And of the land surface, about 30% of the earth's land surface is currently forested. И приблизительно 30% земной суши в настоящее время покрыты лесом. And so if we're burning a third of the earth's forest, we're talking 19 million square miles that gets burned. И если мы говорим о том, что сгорит 30% леса на Земле, то это порядка 57 миллионов квадратных миль. Простите, 19 миллионов квадратных миль. And of course, the destruction of the plants, the destruction of the grass is going to have effects in agriculture, effects with animals. И, конечно же, разрушение планеты, разрушение травы, оно повлияет на сельское хозяйство очень сильно. Но для тех из вас, кому интересно, 49 миллионов 209 тысяч 774 квадратных километра. Okay. Trumpet number 2 affects the oceans. Да, труба номер 2, из-за нее попадают под удар океаны. Verse 8 and verse 9. 8 и 9 стих. Море. And something like a great mountain burning with fire was thrown into the sea. И как бы большая гора, пылающая огнем, низверглась в море. Maybe a huge meteor or something from a silly movie. Может быть, какой-то огромный метеорит или что-то еще из этих глупых голливудских фильмов. But this is not a movie, this is real. Но в отличие от голливудских фильмов, теперь это уже не кино, а это уже реальность. And a third of the sea becomes blood, a third of the creatures are going to die, and a third of the ships are going to be destroyed. Третья часть моря сделалась кровью, третья часть одушевленных тварей умерла, и третья часть судов погибла. Тварей, живущих в море. Remember when the Nile turned to blood? Помните, как Нил превратился в кровь? This is now on a much larger scale. Но теперь все то же самое, только на намного большем масштабе. Remember, 70% of the Earth's surface is water, and now a third has become blood. И так, 70% поверхности Земли это вода, и вот после этого треть из этого количества станет кровью. I probably need to update these numbers also in your notes because they come from 2005. Скорее всего, мне нужно обновить цифры в ваших заметках и тут тоже, потому что они из 2005 года взяты. With nearly 31,000 merchant ships. Было примерно 31 тысяча торговых судов по всему миру в 2005. That has increased in the last 12 years. Последние 12 лет количество усилилось. The U.S. Navy has gotten smaller in the last 12 years. Американский военно-морской флот, правда, стал меньше за последние 20 лет. Although President Trump wants to increase it again to over 300 ships. 12 лет. Но президент Трамп хочет все-таки усилить флот и довести количество до примерно 300 кораблей. The second largest navy is the United Kingdom with 90 ships. Второй по численности военно-морской флот это британский флот, 90 судов. Russia and China are also increasing the size of their navies. Да, и Россия и Китай также увеличивают количество своего военно-морского флота. Anyway, I'll need to update those with more current numbers before I come back and teach this class again. В следующий раз, перед тем, как сюда приехать, конечно, мне нужно обновить числа и дать более актуальные данные. Some of that stuff is a little interesting to me, but I was not in the Navy. Да, кое-что из этого мне, конечно, интересно, но я не был в военно-морских силах. I was in the Army, and we like to make fun of the Navy guys. И я вообще был в сухопутной армии, и мы любили прикалываться с военно-морских моряков. But in my church, I have 7 Navy guys in my church. Но в моей церкви 7, бывших и нынешних моряков из военно-морских сил. And only 2 Army guys. И только 2 из сухопутных сил. Ужасно. Okay. And 3 Marines. И 3 как десантников. И 3 как десантников. And 3 Marines. 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 3 Marines.
Okay, so that's trumpet number 2, trumpet number 3. Итак, третий пункт, тут третья труба. There's a star by the name of Wormwood. Вот возникает вот эта звезда по имени, третья большая звезда, And the damage that подобно светильнику. this trumpet does is on the fresh water of the earth, not this salt water, but the fresh water. И вот эта звезда полынь, она наносит ущерб пресной воде, не соленой воде, а именно пресной воде. And of course, fresh water directly affects what humanity drinks. И, конечно же, вот эта пресная вода, проблемы там влияют на то, что пьет человечество. The poisoning of the water supply will result in much human death. И вот это отравление воды, которой снабжаются люди, это все вызывает множество смертей. It's interesting to me how much of the water is fresh water on the earth. Мне интересно, например, узнать, сколько вообще пресной воды на Земле. Since 70% of the earth is water, 70% поверхности Земли это вода, but 97% of that is ocean. но 97% этой воды это океан. And only 3% is fresh water. Соленая вода, и только 3% пресная вода. And then 2/3 of that 3% И 2/3 этой пресной воды is frozen in glaciers and the polar ice caps. они находятся в замерзшем состоянии в ледниках на полюсах. Most of the rest is groundwater, Остальное же это подземные воды, but we have 0.3% as surface water. но 3% это вот вода на поверхности. Just seems like that's a small number to me. I don't know. Кажется, что совсем маленький процент. 0.3 or just 3%. Yeah. And then freshwater lakes is 7/8 of the fresh water, and swamps have most of the rest. Пресная вода озер содержит 7/8 всех пресных поверхностных вод, а все остальная вода практически находится в болотах. Rivers contain surprisingly small amounts. Реки на самом деле содержат удивительно малое количество пресной воды. Looks like a lot of water. Кажется, как будто в реках много воды, But where's that water going? но куда вся эта вода потом утекает? Into the sea. Yeah. Да. All right. Still, it seems interesting to me when I'm walking along the Dnieper River. Но все равно мне довольно забавно и любопытно прогуливаться вдоль реки Днепр. Or in Austin, Texas, you can walk along the Colorado River. В городе Остин можно прогуливаться вдоль реки Колорадо. And seems like a lot of water to me. Мне кажется, что там много воды. Okay. Trumpet number 4. Четвертая труба. Celestial light sources are diminished. Теперь уже поражение испытали источники астрономического света. Now, didn't we already see something with the sun, moon, and stars earlier? Уменьшили свое сияние на треть. Мы не видели уже этого раньше с солнцем, луной, звездами. Okay. And these things that do happen again and again И вот эти вещи, они происходят снова и снова. is a good indicator for us that the judgments themselves are only of a limited time. И это все для нас хороший показатель того, что все эти суды, они ограничены во времени. And after whatever that limited time is, they then return back to normal. И после того, как это ограниченный период времени истекает, вещи возвращаются на свои круги. Until it happens again the next time and things are even worse. Пока снова что-то не случается в следующий раз, и все становится еще хуже. And I believe this is a pattern we see in much of what God does in our discipline. И я думаю, что такую закономерность мы видим во многих The way that He disciplines us in our carnality. сферах, когда Бог нас дисциплинирует. Вот похожим образом Он дисциплинирует нас, когда мы в плотском состоянии. And we face consequences, and sometimes they go away for a little bit. Мы встречаемся с какими-то последствиями нашего поведения, ну и кажется, на какой-то момент последствия уходят. But we shouldn't get prideful and arrogant about those things. Но нам не нужно надмеваться и испытывать гордость по этому поводу. We need to walk humbly with our God and repent. Нам нужно в смирении ходить перед нашим Богом и покаяться. Because when these judgments come back, they're going to be worse than before. Поскольку если эти суды вернутся к нам, то они будут хуже, чем были изначально. Okay. And now it appears И кажется, that from this point forward, this idea of 1/3 of the sun, 1/3 of the moon, 1/3 of the stars, что вот с этого момента вот эта идея третьей части Солнца, третьей части Луны, третьей части звезд, this one appears to be a longer duration judgment.
кажется, что вот что-то произошло на более длительный период. То есть это суд, который уже так нормально затянулся. That perhaps the remainder of the tribulational period will experience this kind of gloom. Understand gloom? То есть я думаю, что те, кто останутся в живых, они во время Великой Скорби, они вот уже будут жить в таком вот, так сказать, полумраке. Like a diminished light. Да, такой уже свет на земле будет приглушенный. Instead of a bright sunny day like we're enjoying today. Вместо такого прекрасного, яркого солнечного дня, которым мы наслаждаемся сегодня, Imagine 1/3 diminished. представьте, что стало темнее на треть. And how gloomy that would be. И как это мрачно How становится. depressing that would be. Какую депрессию это навевает. So those are the first 4 trumpets. Итак, это вот первые 4 трубы. Look at verse 13. И посмотрите на 13 стих. There's an eagle flying in mid-heaven. Вот есть, вот летит орел, летящий посреди небес. В русском переводе в синодальном ангел. I don't think this is a zoological eagle. I think this is an angel. In Russian it's angel, so we don't know. Okay, cool. Да, ну да, то есть как бы в английском там орел, но он говорит, я не думаю, что это какой-то зоологически реальный орел, я думаю, что это ангел. Ну и в общем-то. Mid-heaven appears to be a in-between heaven and earth dimension. Посреди неба это вот какое-то измерение между небом и землей. So that when he cries out, his voice can be heard in the heavens and on the earth. И когда он вот говорит громким голосом, то его голос слышно и на небе, и на земле. And he shouts out, "Woe, woe, woe!" И он говорит громким голосом посреди неба: «Горе, горе, горе!» Because trumpet 5, 6, and 7 are worse than the first 4 trumpets. Поскольку 5, 6, 7 труба, они хуже, чем первые 4. And these last 3 trumpets are going to be called woes. И вот эти вот последние 3 трубы будут называться горе, каждая. Which takes us into chapter 9. И это нас переносит плавно в 9 главу. Okay, I'll stop for questions after we get through these trumpets. Я остановлюсь для ответа на вопросы, когда мы пройдем все эти трубы. Okay, trumpet number 5 is woe number 1. Трубы и трубы, да, значит, 9 глава начинается с 5 трубы. And this is the permission that God gives to Apollyon to unlock the abyss. И мы здесь уже видим, как Господь дозволяет Аполлиону или Авадону раскрыть бездну. His Hebrew name is Abaddon. И мы видим, что вышел дым из кладезя, как дым из большой печи. His Greek name is Apollyon. И we don't have that guy in Russian. I don't see the Apollyon or Abaddon. Okay, in verse 11, what do you have in verse 11? Oh, in verse 11. Yeah, we have. Mm-hmm. Okay, so what does it say? Да, You have it in Russian? Авадон, we have. I'm sorry, I just missed it. Да, то есть царем над собой она имела ангела бездны, имя ему по-еврейски Авадона, по-гречески Аполлион. All right, and I gave you some vocabulary there in your notes for Abaddon and Apollyon. И я вот в ваших заметках привел тут некоторые словарик маленький по поводу Авадона и Аполлиона. In Greek mythology, Apollo is very well known. В греческой мифологии Аполлон вообще хорошо известен. As the destroyer. Аполлион – разрушитель. And anyway, there's some mythology information there if you're interested in any of that. Ну и тут есть мифологическая информация, если вам она интересна, то вот читайте. It doesn't really affect our Bible study very much, although he had a twin sister named Artemis. Ну, наше библейское изучение, вот эта информация особо не обогащает, затем лишь исключением, что у этого Аполлона есть двоюродная сестричка Артемида. And her temple had a big impact in everything that happened in Ephesus. Точнее, не двоюродная, а сестра-близнец. И вот храм этой Артемиды сильно влияет на все происходящее в Эфесе. Артемида Эфесская. So if you want to do more reading on Abaddon, you can do that in the book of Job, or in Psalm 88, or in Proverbs. Хотите больше прочитать про Авадон, то вот Иова, книга Псалмы или Притчи. Ссылки даны в 3-м подпункте. Okay, and it's interesting to me. И мне вот очень интересным кажется. As these demons are unleashed.
что когда вот все вот эти демоны, бесы высвобождаются, so he opens the abyss. итак, получается, приоткрывается бездна. Sometimes abyss is referred to as a bottomless pit. И бездна часто, вот ее называют как, преисподнюю называют как бездна, то есть бездомная яма. Okay. In our physical universe, every pit has to have a bottom somewhere. В нашей физической вселенной у каждой ямы есть какое-то дно. Okay, Где-то. this is in the extra-dimensional space beneath the earth. Но вот это какое-то особое измерение, оно за пределами Земли. Remember, in the heavens, on the earth, and under the earth. Помните, на небесах, на земле и под землей. So in the extra-dimensional realm of under the earth, you have this abyss, this bottomless pit. И вот это вот безразмерное другое измерение под землей, которое называют, это вот как раз-таки бездна и бездомная яма. And when it's unlocked, then all these demons can come flooding out. И когда эта бездна открывается, то все эти демоны вылазят наружу. And it darkens the sun and the air even darker than before. И из-за этого помрачается солнце и становится еще темнее, чем даже было. These demons come out in the shape of scorpions. И эти демоны выходят в виде скорпионов. And look what they're not allowed to touch grass or green things or trees. И обратите внимание, 4 стих, им повелено не делать вреда траве земной, никакой зелени, никакому дереву. They're specifically out there hunting men. А эти все скорпионы охотятся исключительно на людей. Except for the 144,000 that are protected. За исключением лишь 144 тысяч, которые особым образом запечатлены, защищены. Everybody else is a target for these demons. А все остальные для этих демонов это мишень. Although they can't kill them, they can just torment them. Но они при этом не могут и убить людей, а лишь мучить. It's almost like the torment you would have if you went to torments. То есть это вот как такие вот муки от них, как если вы просто в какие-то, каким-то пыткам подвергнетесь. Remember Lazarus and the rich man? Помните, точнее не пыткам, а вот место мучений в 16 главе Луки Лазарь и богач. Помните это откровение, да? Lazarus went to Abraham's bosom. Лазарь отправляется на лоно Авраамова. The rich man went to a place of torments. Богач отправляется на место мучений. But now in the tribulation, torments is coming to earth. Но теперь уже в период Великой Скорби все эти мучения, уже не надо туда приходить, они сами приходят. Because these demon scorpions are going to be tormenting the humans that they sting. Потому что вот эти демоны-скорпионы будут мучить людей, которых ужалят. And people will try to die, they will not be allowed to die. И люди будут искать в то время смерти, но им не будет позволено умереть. Смерть убежит от них. And I really wonder about this. И меня вот это удивляет. They'll be so desperate to die. Что-то должно случиться, чтобы люди вот отчаянно хотели просто умереть. So they throw themselves in front of a metro train. Вот что люди, наверное, там сами будут кидаться под поезд метро. And they get run over and smashed and they don't die. И поезд по ним проедет, их все там размажется по рельсам, но они не умрут. Oh, that's terrible. Yeah, that's terrible. They jump off a bridge. Whatever they try, they cannot die. Да, и они попытаются спрыгнуть с моста вниз головой, и что бы они ни пытались сделать, они не умрут. These locusts are not normal-looking locusts. То есть вот эта саранча, это необычная саранча. They have, if you look at verses 7 through 10, you see their description here. Когда вы видите стихи с 7 по 10, то тут вот есть их описание этой саранчи. They look like horses. Саранча подобна коням. I think that these locusts are going to be able to be ridden maybe as mounts. То есть, кажется, на этой саранче можно будет даже прокатиться, как на лошади или на муле. Возможно. Their heads appear to be crowns like gold. Their faces were like the faces of men. На головах у них венцы, похожие на золотые, лица же как лица человеческие. Hair like women, teeth like lions. Волосы как у женщин, зубы как у львов. Breastplates of iron, wings. Брони как бы брони железные. Tails with scorpion stings. И крылья, и также хвосты, как у скорпионов. And they have a king. И у них есть царь.
A king that gives them order and structure. Царь, который дает им указания, и царь, который удерживает их в определенном боевом порядке. One of the things about demons is demons are usually not so organized. Вообще, одна из особенностей демонов, падших ангелов, они обычно не такие уж организованы. Okay? When I teach fallen angels and demons, I teach those things very carefully. Когда я вообще учу о падших ангелах, о демонах, я вообще очень внимательно стараюсь это делать. I believe that there are distinctions to be made between fallen angels and demons. They're not pure synonyms. Надо вообще осторожно, потому что, на мой взгляд, нельзя проводить просто знак равно между падшими ангелами и демонами. Мне кажется, это не стопроцентные синонимы. Because the fallen angels are very organized, very intelligent, very coordinating in what they do. Поскольку падшие ангелы очень умные, очень организованные, очень скоординированно все делают. But the demons are very chaotic and very wild and very disorganized in what they do. Но демоны очень такие хаотичные, безбашенные, неорганизованные во всем, что они делают. Ну, короче, дикие вообще. The demons crave embodiment in a living flesh. Демоны, они находят себе жилище в живой плоти некой. They haunt various places, haunted places, desolate places. Они охотятся в разных пустынных местах. And they tend to moan and wail. И им вообще свойственно как бы громко кричать и вопить. But in the tribulation, these demons are being given organization and leadership. Но во время Великой Скорби всем этим демонам придастся какое-то подобие организации, и у них будет руководство по образу военного. And so, Can I ask a question? yes. Яка тоді природа демонів? Хто їх створив? So what's gonna be the nature of these demons? Who are they created by? I believe if they are not identical with fallen angels, Ну, я верю, что если демоны и падшие ангелы это не одно и то же, then they are the spirits of the Nephilim that were killed in the flood. то тогда, получается, эти демоны это духи нефалимов, которые были убиты при потопе. Because, and this is how Merrill Unger wrote it years ago in his biblical demonology book. И Мэри Вандер так написал в своей там давней книге «Библейская демонология», That the Nephilim, when they died in the flood, что вот нефалимы, вот эти исполины, когда они погибали при потопе, that their bodies were killed, их тела умирали. but what happened to their spirits or their souls? Но что случалось с их душами или с их духом? And what kind of spirit does a Nephilim have anyway? И вообще, вот какого рода дух или душа у вот этого исполина, который от союза падшего ангела с человеком? Because his mother is a human, but his father is an angel. Так сказать, папочка падший ангел, а мамочка человек. Okay? He is not in Adam. То есть вот такие вообще существа, они не в Адаме. He does not receive the Adamic sin nature which comes to the human father. И такие существа не получают Адамову греховную природу, которая приходит через отца человека. He cannot be redeemed by the second Adam when he dies on the cross. Такое существо невозможно искупить второму Адаму, когда он придет и умрет на кресте. So what happens to these departed spirits? И что случается с этими вот духами, покинувшими тела нефалимов? In fact, the Hebrew even calls them departed spirits. Ну, кстати, еврейский язык даже их прямо так и называет The Rephaim. покинутые, отбывшие духи. The Rephaim are the departed spirits. Да, то есть усопшие духи, рефаим. If the passage is speaking of spirit beings, invisible spirit beings, Rephaim is departed spirits. То есть, когда вот отрывок говорит о духах, о каких-то видимых духах, то используется это слово рефаим, усопшие духи. If the Bible is speaking of physical beings, then Rephaim are giants. Но если Библия говорит ясно в контексте о физических существах, то рефаимы это уже гиганты, и исполины, ну, буквально физически типа Голиаф. But it's the same word, Rephaim. Но слово одно и то же, рефаим. Why does the Hebrew use the same word for giants and departed spirits? То есть с какой стати евреям используют одно и то же слово для обозначения физических великанов исполинов и для обозначения вот этих покойных усопших духов?
Because after you kill a giant, it becomes a departed spirit. Поскольку после того, как вы убиваете вот этого исполина, он превращается вот в этот неспокойный усопший дух. Okay, so that's a 5-minute version of angelology. Вот такая 5-минутная версия ангелологии. Okay, hours and hours of teaching to go into that. Да, вообще часами и часами можно учить на эту тему. And some pastors teach it in different ways. И некоторые пасторы учат этому совершенно так по-разному, интересно. Some pastors just say it's all the same thing. Fallen angels and demons are all the same thing. Ну, некоторые пасторы, конечно, говорят, что там падшие ангелы, демоны, все это одно и то же. Okay, so I'm not going to argue with that today. Я с этим сегодня спорить не буду. I call Abaddon my, where is it? I like this name. Так, я, кстати, тут мне очень нравится кое-что. Oh, okay, 1A2. Итак, 1А2. I call him the locust scorpion demon king, angel of the abyss. Да, 9 глава, 11 стих. Я назвал вот саранча, скорпион, демон, царь, ангел бездны. And this is a lot more exciting than a silly Hollywood movie called The Scorpion King. И это куда более интересно и захватывающе, чем глупенький голливудский фильм, который называется «Царь скорпионов». Alright, you seen that movie? Смотрели «Царь скорпионов» сериал? My wife was watching all the series. I'm tired of that guy. There's discussion that maybe Dwayne Johnson, The Rock, might run for president against Donald Trump. Dwayne Johnson, the Rock, the Hollywood actor in The Scorpion. Ну были даже слухи, что вот актер, который играл в «Царе скорпионов», Дуэйн Джонсон, может баллотироваться в президенты next elections, or this elections that already happened. No, it could happen coming up in 2020. То есть есть такие слухи, поговаривают, что актер, игравший главную роль в этом сериале, может в 2020 году баллотироваться в президенты против Дональда Трампа. Probably because American politics is not crazy enough. Наверное, просто потому, что американская политика еще недостаточно ненормальная. Okay, so here's the Scorpion King. Ну вот такой царь скорпионов у нас. And I believe that this is a fulfillment of Joel chapter 1 and Joel chapter 2. И я думаю, что это исполнение тут Иаида 1 и 2 главы. Because we have prophecies in Joel about coming locust invasions. Поскольку мы видим пророчества в книге Иаида, которые говорят о грядущем вторжении саранчи. And so Revelation chapter 9 is giving us more detail on that. И Откровение 9 глава дает нам больше деталей по поводу этого вторжения или вторжений. Then we get to the sixth trumpet and the second woe. И теперь мы переходим уже к шестой трубе и ко второму горю. And now those 4 angels are going to be released. И теперь уже будут освобождены 4 ангела. Previously we saw that they were holding back the 4 winds. До этого мы видели, как они удерживали 4 ветра в 7 главе. Now they're released. They don't have to hold anything back. Теперь уже их освобождают, отпускают на свободу, и они уже ни к чему не привязаны. And they're going to go forth and they're going to kill a third of mankind. И они ринутся в бой и умертвят третью часть человечества. Have we already lost a significant portion of humanity? Разве мы уже не утратили значительную часть человечества до этого периода? Earlier, I think it was 1/4 of the human population was exterminated. И я уже до этого говорил, что четверть земного населения будет уничтожена в войне. And now it's another third of the remaining 3/4. И вот сейчас еще треть от оставшихся. То есть треть от оставшихся трех четвертей. So if we lost a fourth already, то есть если мы с вами потеряли уже четверть населения, now we're going to lose a third of what's left. И теперь мы потеряем еще треть оставшегося, что у нас останется от изначального числа? Half of the planet is dead already. Половина, то есть уже половина планеты на этот момент уже мертва. Probably even more because of other. Probably even more, yes. Наверное, даже больше, потому что другие катастрофы. Я не уверен вообще, что с электричеством случится в этой обстановке, и как вообще человечество будет поддерживать современные, так сказать, технические свой уровень, все современные технические инженерные конструкции, я не знаю. All right, and so look at the number of the armies of the horsemen. Обратите внимание на число вот этих конных войск. In verse 16 we're told it's 200 million. В стихе 16 говорится, что две тьмы тем, то есть 2
200 миллионов. Okay. And however big those scorpion demons were when they came out of the abyss, И какое количество было вот этих вот скорпионов, когда они вылезли из бездны? I think they're now large enough to be ridden as horses. То есть я думаю, что теперь они уже достаточно подросли, чтобы на них можно было ездить как на лошадях. Okay, and I gave you some of these points in 2 and 2b. И я вот вам некоторые пункты тут в пункте 2 и 2b изложил. Ну, These 4 angels that had been released out of the Euphrates River. 4 падших ангела были освобождены от своих уз у реки Ефрат. They're going to become the generals that lead these 200 million army. И они станут теми генералами, которые поведут в бой эту 200-миллионную армию. Again, I need to update my numbers here. These were current numbers as of 2005. И опять же, мне нужно обновить немножко здесь числа, потому что эти числа были актуальными в 2005 году. With the size of the different armies. То есть вот надо вот эти разные армии пересчитать, сколько там сейчас. The point is, if you add up every soldier on the planet today, И идея в том, что если вы сложите всех солдат на планете сегодня, 164 countries combined today with basically 82 million soldiers. 164 страны, если все соберете, то будет где-то 82 миллиона солдат. Okay. So who produces these 200 million soldiers? И кто же произвел этих 200 миллионов солдат? I suspect the bulk of them will come from China and from India. Подозреваю, что значительная часть их придет из Китая и из Индии. Okay. А? Для них это не проблема. So it's not a problem for them, all this is. That's right. Yeah. Да. And in verse 18, we see another third of mankind was killed by these 3 plagues. И в стихе 18 мы видим, что вот от еще вот этих 3 язв, от огня, дыма и сер, выходящих из рта их, умерла еще 3-я часть людей. And then, but notice in verse 20, Но обратите внимание, 20 стих. the rest of mankind who were not killed did not repent. Прочие же люди, которые не умерли от этих язв, не раскаялись. And they're still worshiping demons and the idols of gold and silver and brass and stone and wood. И все еще поклоняются бесам и золотым, серебряным, медным, каменным и деревянным идолам. And so, again, we have to try to coordinate this. They are idol worshippers. И опять же, нам нужно как бы все это иметь в виду. Все эти люди идолопоклонники. Have we reached a point yet where Antichrist sits himself in the temple and demands worship as God? Достигли ли мы уже той точки в истории, когда Антихрист восседает в храме и требует поклонения себе как Богу? No. See, some people say, well, no, they're still idol worshippers. Но люди говорят, нет, но вот все же еще есть до сих пор идолопоклонники в мире. Other people say, well, look at all this death and destruction. We have to be in the second half of the tribulation now. И некоторые люди говорят, посмотрите на всю ту смерть и разрушение, которое в мире в наши дни. Мы уже, наверное, живем где-то во второй половине скорби. I mean, look at all those dead people. Но посмотрите, на какое количество людей умирают каждый день. Look at all these demons. Смотрите на всех этих демонов. Don't we have to be in the second half of the tribulation already? Как вам кажется, может быть, мы уже все настолько плохо, что мы уже во второй половине великой скорби живем? So, see, I think we want to be humble and we want to think about this. Ну, я думаю, нам, конечно, нужно быть смиренными и размышлять обо всем этом. And we want to be fair because good men come to different conclusions. И нам нужно стараться быть справедливыми и нелицеприятными, потому что многие хорошие люди, хорошие братья и сестры приходят к разному умозаключению. All right. So, was that trumpet 6 already? Так, это все по трубам, да? Yep. Trumpet 6 was the 200 million men cavalry. Итак, 6-я труба, это была 200-миллионное конное войско. All right, now we're ready for our pause in between trumpet 6 and trumpet 7. Итак, мы сейчас уже вот снова у нас пауза, запятая между 6-й и 7-й трубой. And this is a pause that takes us in chapter 10. И вот эта пауза, эта вставочка нас ведет к 10 главе. Chapter 11. И 11.
we finally get trumpet 7 at the end of chapter 11. И в конце концов мы видим седьмую трубу в конце 11 главы. So we have another interlude. Итак, у нас еще одна вставочка. And there's an angel with a book. И вот еще я видел другого ангела, сильно восходящего с неба, и в руке у него была книжка раскрытая. And look in verse 3, he cries out with a loud voice. И посмотрите, в 3 стихе он воскликнул громким голосом. And 7 peals of thunder uttered their voices. И тогда 7 громов проговорили голосами своими. Aha, it's another 7. О, еще одна семерка. It's not seals, trumpets, and bowls. Это уже не печати, трубы или чаши. We have 7 peals of thunder. Мы видим здесь 7 громов. Wow. О, I wonder what that's about. а что это такое? Okay, I don't know. Я не знаю. John was not allowed to write it down. Иоанну не было повелено записать значение. It says here in verse 4, В 4 стихе сказано. I was about to write down what they had said. Я уже вот хотел бы написать, что проговорили 7 громов голосами своими. And I heard a voice from heaven saying, seal up the things which the 7 peals of thunder have spoken, do not write them. Но услышал голос с неба, говорящий мне, скрой, что говорили 7 громов, и не пиши сего. Okay. So maybe I should write a book and make a lot of money. Может быть, мне самое время уже написать книжку и заработать кучу бабла на этом. Maybe I could convince people that I know what those 7 peals of thunder are all about. Может быть, я каким-то образом могу убедить людей, что я вот как-то узнал, что же говорили тогда 7 громов. And I really don't know. Я на самом деле не знаю. But how do they know? Но откуда им знать, что я не знаю? They don't know either. Они тоже ничего не знают. So I could pretend that I know. Поэтому я могу притвориться, будто я знаю. I could say, God spoke to me. Я могу сказать, что Бог мне проговорил. And He told me what they were about. И Он мне сказал, что там говорили Иоанну 7 громов. So please buy my book and give me lots of money. Поэтому купите мою книжку и дайте мне кучу денег. No, I'm teasing. I wouldn't do that. Я шучу, конечно, я не буду так делать. But see, this is the kind of thing you have to be on guard for. Но вот такого рода вопросы, вам в отношении них нужно бодрствовать. If you're pastoring a church or you're in ministry, Если вы пастор церкви, если вы где-то в служении, some of your church people, и некоторые люди в вашей церкви, for some of them, prophecy is going to bore them to death. для некоторых из них пророчество – это скукотища смертная. But for others, prophecy is going to be exciting. Но для некоторых из них пророчество – это что-то такое очень интересненькое, воодушевляющее. And they're going to want to know more. И им захочется узнать что-то больше о каком-то новом And they're going to пророчестве. want to know things that we can't know. И им захочется узнать какие-то вещи, которые нам в принципе не положено знать, и мы не можем их знать. And they're going to have a lot of pressure on you to try to tell them more. И они будут давить даже на вас. Ну скажи мне больше, мне интересно. So just be on guard. Просто бодрствуйте. John is not allowed to write down what these classified messages are. Да, итак, Иоанну не повелено записать, что же там громы прогремели под грифом совершенно секретно. You understand a classified message? Вы понимаете, да, что значит гриф на информации? In the army, I had to deal with classified material, and I can't tell you about any of that. В армии мне приходилось работать с материалами под грифом секретно, и я вам ничего не могу сказать тут, особенно на камеру. Even 25 years later, I'm still keeping secrets. Даже 25 лет спустя я все равно еще держу в голове кое-какие секреты. So Daniel had to write down some classified messages. Поэтому и Даниилу было не позволено в свое время записать кое-какую информацию под грифом. And now John can't even write it down. И Даниилу вообще даже слышать было ее не позволено, но Иоанн не может ее и записать. All right. John had to eat the book. Иоанну приходится съесть книгу. Wow, that's a good way to keep a secret. О, хороший способ хранить секрет. Like in a spy movie, when you get a note. Как в шпионском драме или фильме ты получаешь записку. And then you have to eat the note so that you can't be discovered. И потом быстренько нужно эту записку съесть, чтобы тебя не поймали с поличным. I hope this was a very small book because John had to eat the whole thing. Я надеюсь, что книжка была маленькая, потому что Иоанну пришлось съесть ее всю целиком, и про кетчуп ничего не говорится. Она была сладкая. Ezekiel also ate a couple books. Да, Иезекииль также съел парочку книг.
То есть книжка, да, такая маленькая, он взял ее из рук ангела, и ангел сказал, она будет горька в чреве твоем, но в устах твоих будет сладка. То есть сладенькая, когда ешь, Sweet as honey in your mouth, во рту сладкая, как мед, but then it hits your stomach. а потом как по желудку вдарит. Oh, I shouldn't have eaten that. Ой, лучше бы это не ел. Это плохое было решение. Ooh, okay. I might miss school in the morning. А? The bad stomach, you might miss school. Да, ну да. Лучше я вам не буду это говорить, а если у вас плохо с желудком будет, вам придется пропустить занятия. Okay, so the prophecy says you must prophesy again. И пророчество говорит, да, тебе надлежит опять пророчествовать о народах и племенах, и языках и царях, сказал. And he does prophesy again. И Иоанн снова пророчествует. After he is released from the island of Patmos, he spends the rest of his life preaching the message of Revelation. И после того, как Иоанн был освобожден с острова Патмос, он до конца своей жизни продолжал проповедовать послание из книги Откровения.